Всем большой привет, меня зовут Элина, я архитектор-дизайнер, и на своем канале я показываю, как можно создавать классный декор для интерьера своими руками. Начинаем наш новый DIY год с грамотного и красивого планирования. Такая интересная тоже, как будто можно сейчас что-то запланировать, да? Но это не значит, что мы не должны пытаться. Мне гораздо удобнее, когда все наглядно, нежели в диджитал формате. Я пыталась ввести кучу разных приложений для планирования, но как-то у меня не приживается такой вариант, и поэтому я решила сделать себе две доски и повесить их на стены. Одна — это пинборд, на который можно прикалывать всякие красивые картинки, фотографии, бумажки, листочки и всякое такое. Только вопрос теперь, где брать эти бумажки и листочки, потому что все в онлайн-формате. Видимо, мне придется еще и цветной принтер себе купить. Ну ладно. И вторая — это доска для записей. Вы ее можете видеть вон там сзади меня. Какая она прекрасная. Прям хочется на ней планировать и планировать. Начнем с пинборда. Мне очень нравится эстетика вот этих fashion inspiration досок. Я решила сделать себе тоже тканевую. У меня оставался кусок фанеры размерами 1525 на 700 мм и толщиной 4 мм. Я решила его использовать, чтобы не покупать и не резать ничего нового. Для мягкой части я взяла вот такую подложку для ламината. Нарезала ее в стык и приклеила монтажным клеем в 3 слоя. Я чередовала стыки по слоям, чтобы в одних и тех же местах не образовались дырки. Чтобы доска плотно прилегала к стене, я высверлила отверстие под шляпки саморезов и прикрепила крепление. Потом взяла ткань, по-моему, это хлопок. Я его погладила и начала натягивать на доску. У меня не очень хороший мебельный степлер, и я немного прибивала скобом молотком. Так я прикрепила ткань со всех сторон, она оказалась немного сыпучая, и чтобы не обрабатывать края, я приклеила сверху плотный скотч. Еще добавила полоски двухстороннего скотча по низу, чтобы доска плотно прилегала к стене. В стену вкрутила саморезы на дюбеле и повесила доску. Сняла пленку с двустороннего скотча и приклеила по низу. Теперь на эту доску можно прикреплять картинки, фотки и все такое прочее. И вторая доска — это вот эта доска для записей. Сейчас я расскажу, как я делала ее. Идея о прозрачной доске мне пришла в голову, когда я делала панно в детскую. Его можно вот здесь посмотреть. Я взяла лист полистирола 1500 на 500 мм и толщиной 4 мм. Эта доска у меня исключительно для планирования производства контента, и я использовала для нее систему Kanban, по-моему, это как-то так называется. На пленке я сделала разметку маркером, и именно эта сторона будет лицевой, потому что я сниму пленку с обратной стороны и буду наносить разметку там. Для надписи я использовала трафарет. Можно купить готовые буквы, наклейки или заказать лазерную резку пленки, но трафарет был самым бюджетным вариантом, и мне нравится такой плакатный дух этих трафаретных надписей. Я сделала эскиз надписи на бумаге, чтобы понять, сколько места он будет занимать. И потом на пленке маркером нанесла эти буквы. И это тоже эскиз, чистовые буквы я буду наносить с другой стороны. Когда перевернула стекло и сняла пленку, я поняла, что перед разметкой мне нужно сделать отверстие под крепление. Разметила их и просверлила.
Для крепежа я выбрала вот такие дистанционные держатели. Я протерла поверхность средством для стекол. Для разметки я взяла вот такой тоненький скотч, он очень похож на кассетную пленку, кто крутил, перематывал кассеты, меня поймет. Я боялась, что он будет отваливаться, но на полистироле держится очень хорошо. И я стала приклеивать эту ленту по разметке. Для того, чтобы получилась ровная линия, я прижимаю скотч в начале, немного натягиваю и опускаю его на стекло. Дополнительно я аккуратно прогладила резиновым шпателем, а лишние края обрезала резаком. Для надписи я взяла черный акрил и старый спонж, он плотный и покрытие будет более ровным. Приклеивала трафарет по эскизу и тампоновала по одной букве. Чтобы не смазать готовую букву, делала поочередно на разных словах. Чтобы просверлить отверстие под крепление в нужных местах, я сделала шаблон из бумаги и прямо по нему сверлила. Я всегда использую вот такой пакетик для сбора пыли. Крепление состоит из нескольких частей. И когда все повешено, самый кайф убрать пленку. Еще для доски я заказала вот такие прозрачные стикеры, и они выглядят очень прикольно. Теперь самое главное не лениться и вести эти доски, для меня это самое сложное всегда. Спасибо, что досмотрели это видео до конца, пожалуйста, напишите ваши впечатления в комментариях, обязательно подписывайтесь на мой канал и до встречи в новых выпусках.